Привет, меня зовут Арсений Петров, и я, как всегда, здесь для того, чтобы коротко подвести итоги первой презентации Apple в 2021 году. Погнали. Началось все с того, что кредиткой Apple теперь может пользоваться каждый член семьи, начиная с 13 лет. Все отцы американских семейств, конечно, на шухере, потому что их мелкий может спокойно пойти и купить iPhone 12 и 12 mini в фиолетовом весеннем цвете. По сути, это тот же iPhone, в нем ничего не изменилось, просто вот прикольный оттенок. Ну а когда этого мелкого шалунишку выпнут нафиг из дома, отец, конечно, не забудет заботливо повесить на него AirTag. Кроме шуток, это новая метка с NFC, на которую можно красиво нанести собственный эмодзи, повесить на ключи и другие предметы и никогда их не терять. Если ключики завалились за диван, метка издает звук, чтобы вы могли быстро их найти. Ну а если вы, например, тусили на пляже и забыли ключики там, AirTag с помощью Bluetooth по-умному подключается ко всем ближайшим iCloud-устройствам, внедряется в сеть локатора и позволяет точно спозиционировать свое местонахождение, что очень круто. AirTag более года живет на одном заряде, батарейка в нем, кстати, сменная. Если упала в воду или грязищу какой, ничего страшного, защита IP67 присутствует. Стоит все это дело $29 за одну, за комплект из 4 $99. Ну и не забудьте кожаный брелочек за 4000 купить или багажную бирку Hermes за 42, чтобы если вдруг ваши ключики кто-то найдет, люди не подумали, что вы, лох какой-то. Дальше счастливый, полный сил и весенний Тим Кук показал нам Apple TV 4K нового поколения. Внешне приставка точно такая же, но с процессором A12 Bionic внутри. Вот так айфончик поднесли, и с помощью его датчиков картинка на телевизоре настроится до неузнаваемости. Apple обещает, что даже самые стрёмные телеки заиграют новыми красками в плане баланса белого. Dolby Vision HDR с удвоенной частотой кадров, что особенно актуально при просмотре снятых в Dolby Vision видео с iPhone 12 Pro. Ну и, конечно, новый пульт. Если старый вам нравился внешне, но жутко бесил в управлении и своим неудобством, то новый, пожалуйста, с колесиком по типу iPod, с сенсорной. С его помощью действительно будет приятнее гулять по интерфейсу Apple TV. Для того, чтобы смотреть аншлаг на 32-гиговой версии, заплатите $179, а за 64 гига отдайте уже 199, ну и все у вас будет хорошо. Но то, что произошло дальше, это действительно эпохальное событие. Apple показала новый, вообще новый iMac, да еще и на M1. Это возврат к старым добрым цветным iMac'ам. 7 ярких сзади и пастельных спереди цветов — просто топчик. iMac стал на 50% меньше в объеме, а толщина у него всего 11,5 мм, благодаря чему компьютер вписывается в абсолютно любой интерьер. 24-дюймовый дисплей с цветовым охватом P3, 4,5К разрешением и трутоном. Хорошо. Наконец-то 1080p камера, а то уже было как-то даже не смешно. Но за счет того, что внутри теперь не нужно помещать огромную систему охлаждения, Apple смогла замутить здесь 6 динамиков с вуферами и звуком Dolby Atmos. Учитывая, как играет текущее поколение iMac'ов, новое, я думаю, даже без подключения внешней акустической системы, будет просто рвать вообще, просто тусню можно такую устроить, прям. Еще интересен новый разъем для питания. Это MagSafe, он магнитный, проводочек такой тканевый, красивый, а в блоке питания есть Ethernet. Очень хитро придумано, потому что дома мы в любом случае подключаемся по проводу, чтобы качать с максимальной скоростью. Ну и, конечно, новые аксессуары, среди которых клавиатура с Touch ID. С помощью него можно не только логиниться в компьютер, но и быстро менять пользователей. На этой же клавиатуре есть еще быстрые кнопки запуска Spotlight'а и... прости господи, эмодзи. Если вы сидите и думаете, как же это, наверное, дорого, то не совсем. Базовая версия с 256 гигами памяти, 7 графическими ядрами, 2 портами Thunderbolt и клавиатурой без Touch ID в 4 цветах корпуса. Нефиг тут, разгуливаться. Обойдется в $1299. А вот максималочка за 1499 даст вам уже выбор из 7 цветов, 8 графических ядер, 4 порта, 2 из которых Thunderbolt 3, 256 гигов памяти и, конечно, та самая клавиатура с Touch ID. Вот вы грустите, что Джеймс Бонд не вышел, все эти истории. На самом деле надо просто презентации Apple смотреть. Тут укупник Аркадий проникает в офис Apple Park, потом снимает с себя лицо, оказывается, что это Тим Кук, который безумно любит iPad в принципе. И все это дело заканчивается анонсом новых iPad Pro на чипе M1. Это значит, что его процессор стал на 50% быстрее, а графика на 40%. Он поддерживает геймпады от PlayStation 5 и Xbox Series X. У него новый порт Type-C с USB 4 поколения и Thunderbolt, а память может разжиреть аж до 2 терабайтов, чтобы вы, как вообще полный профессионал, сидели, подключили 6К монитор и такой я работаю. Здесь обновленный лидар, 12 и 10 мегапиксельные камеры сзади, но главное это 12 мегапиксельная передняя
передняя с углом обзора 122 градуса и новой мулькой, отслеживанием вас в центре кадра. Основные изменения коснулись флагманской 12,9-дюймовой модели, потому что это, по сути, уменьшенная копия Pro XDR дисплея. Яркость 1000 нит, пиковая 1600 нит, технология мини-LED, когда диоды уменьшили настолько, что их теперь стало аж 10 тысяч вместо 72, как в прошлом поколении. Это один из лучших дисплеев не только в истории iPad'ов, но и в истории Apple в принципе. А еще они наконец-то обновили цвет Magic Keyboard. Она теперь белая, а не вот эта мерзко-болотно-серая, так что порадуемся. Цены. $800 отдадите за iPad Pro 11 в минимальной памяти, а $1100, ну что ж поделать, придется отдать за iPad Pro 12,9. Все представленные устройства можно предзаказать 30 апреля, а на ручки получить где-то во второй половине мая. Вот такая красота. Я считаю, что Тим Кук с командой справились на отлично, порадовали нас, наконец-то растрясли всю эту движуху, весна наступила, новые цвета, новая техника, кредиты... Деньги тратить опять. Спасибо, что посмотрели. Это был Арсений Петров и краткие итоги презентации Apple 2021. Пока.